Однажды пробовал разогревать сперму в микроволновке, пока не закипит. Чё, простите? Всем привет, народ, и добро пожаловать на новую рубрику на моем канале. И, камон, я в курсе, что эта рубрика уже давно есть на ютубе. Но в любом случае, это первый раз, когда она на моем канале. Поэтому поддержите это видео лайком и комментарием. Можете написать типа: вау, ты гений, новая рубрика, ничего себе, сам придумал. А потом, когда я буду читать ваши комментарии, буду представлять, как будто вы это писали без сарказма. Ах да, YouTube, здесь не будет никаких неприемлемых картинок. Здесь будет только геймплей игры на фоне и иногда всплывать текст, который я буду зачитывать. И причем там будет применяться цензура, так что все окей, не надо демонетизировать мое видео. Я как бы не первый год на ютубе, я в курсах о правилах и даже о новых правилах, которые не очень-то мне и нравятся, но в любом случае приходится им следовать. Что ж, ну а мы переходим к чужим секретам и тайнам, которыми поделились люди анонимно в интернете. И начнем мы с безобидного, но чем дальше, тем будет интереснее, поэтому рекомендую досмотреть видео до конца. Всегда, когда бреюсь, хочу оставить усы как у как у человека, чье имя нельзя называть, и нет, это не Волан-де-Морт, чтобы просто посмотреть и сбрить. Что-то мне подсказывает, что ты не единственный такой человек в мире, таких, думаю, очень много. И видишь, YouTube, я типа цензуру даже на такую хрень делаю. Пожалуйста, верни монетизацию. А я, когда была маленькой, загрызала ногти на ногах. Зато теперь я очень гибкая и спокойно сажусь на шпагат, делая мостик и могу закинуть ногу за голову. Ну, сомнительные достижения, которых можно было добиться и не сгрызая ногти на ногах. Но в любом случае, поздравляю, что ли, я не знаю, что тебе еще сказать. Молодец, к успеху идешь? И, возможно, мы только что узнали страшную тайну всех профессиональных гимнасток. Да, вот так вот они и научились садиться на шпагат, закидывать ногу за голову и делать мостики. Вот она, секретная формула, как стать лучшей гимнасткой в мире. Поэтому рекомендую как можно быстрее запатентовать это, пока это никто не украл. Я представляю лица людей, которые типа смотрят на этот патент и типа: грызть ногти, чтобы добиться успеха в гимнастике. Это жестко. Работаю в суши-баре, постоянно пробиваю скидки гостям, даже если у них нет скидочной карты. Просто нравится смотреть на их радостные лица. Ага, я бы посмотрел на твое радостное лицо, когда об этом узнает менеджер или директор, и потом тебя уволят. Но в любом случае, вот, держи, это тебе. Заслужил. Молодец. Ставьте лайк, если тоже согласны, чтобы такие люди попадали в рай без очереди. Фух, наконец-то хоть нашел, где можно вставить байт на лайки, а то, блин, вообще не знал, куда вставить. Это вообще работает? Хоть кто-нибудь ставит лайки, когда говорят ставьте лайки? 7 лет назад одолжила на время игрушку у друга, так и не вернула. Знаете, я больше чем уверен, что такая херня была у каждого, потому что у меня есть такая хрень. Я когда-то одолжил игру на диске, StarCraft вроде, и до сих пор не вернул. А это было где-то, может, лет как раз таки 7-8 назад. Если у вас была такая же хрень, когда вы одолжили что-то и не вернули, или наоборот, у вас одолжили и не вернули, напишите в комментариях, мне интересно, сколько нас. Кстати, ребят, у меня возникла интересная идея, но не знаю, понравится она вам или нет, но можем попробовать. Как вы знаете, изначально эта рубрика пошла с Reddit, то есть там люди имеют свой никнейм, и там не написано их настоящее имя и фамилия, поэтому они спокойно могут делиться секретами и тайнами в интернете. И если подумать, то YouTube в этом плане тоже анонимный, поэтому почему бы не попробовать, чтобы каждый, кто захочет, конечно же, напишет в комментариях под этим видео какой-нибудь секрет или тайну. И само собой, я никого не заставляю, да и не обязательно это должен быть какой-то личный или связанный с вами секрет. Вы можете написать, к примеру, историю о том, как увидели, что ваш одноклассник съел чужой сникерс или типа того, и об этом так и никто и не узнал, и вы единственный, кто знает об этом. А потом, если наберется достаточно много комментариев, я выпущу отдельное видео, где зачитаю секреты и тайны, которые вы рассказали. Что ж, а теперь давайте вернемся к чтению секретов, которыми поделились в интернете. И давайте уже переходить к более интересным, где, к сожалению, мне пришлось применять цензуру, а многие даже не попали в видео, потому что, ну, правила ютуба, все дела. Конечно, это можно, но я, типа, хочу полностью сделать приемлемый контент для всех, поэтому пришлось некоторые вырезать. Лучшая подруга завела себе парня как домашнее животное, деньги на него тратит, кормит, выгуливает, понимает, что дармоед, но выгонять-то жалко. Я, конечно, не уверен, но мне кажется, обычно все наоборот. Но, наверное, это просто стереотипы. В любом случае, я уверен, что многие парни бы захотели такую девушку. Она и деньги дает, и кормит, и так далее. Никаких проблем. Тебе даже работать не надо заводить страницу на ютубе, чтобы выкладывать тупые видосы и получать деньги хоть какие-то. Неплохо. Неплохо чувак устроился. Вчера было такое, меня силой взял 16-летний парень. К большому удивлению, мне понравилось. Знаете, что самое забавное в этом посте?
То, что этот пост сделан в анонимной группе, где все записи выкладываются анонимно. Но эта запись какого-то хрена выложена не анонимно, а с указанием автора. Вот так вот и доверяй анонимным группам ВК. Переехала жить к парню только потому, что дома мне не давали смотреть по телевизору мои любимые передачи. Парень вечно на работе, так что я в раю. Я же надеюсь, под любимыми передачами она не имеет в виду Дом 2 и Сердца за любовь. Потому что если да, то я б тоже не давал ей смотреть эти передачи. Я хочу работать проституткой. Ого. Ну, хотя бы не такая банальщина, типа «я хочу быть космонавтом». Вот это вот я понимаю цели в жизни. А то все постоянно «хочу быть врачом, хочу быть полицейским, хочу стать космонавтом». Это все банально. А вот, это что-то новенькое. Ладно, шутки шутками, давайте идем дальше. Когда в 19 лет выпадают волосы, стоит беспокоиться? Не подумайте, у меня проблем нет. Просто у одной знакомой выпадает. Стоит ждать ее лысой? Вообще забавно выглядят женщины с париком. Меня подозрительно подташнивает. Ну и чё, при чем здесь секреты или то... Я понял. Когда мастурбирую, думаю, а много ли моих подруг занимаются тем же, или я одна такая развратница? Знаете, из этого можно сделать целый мем. Типа, девушки, парни. Так, все, а теперь приготовьтесь. Сейчас будет очень жестокая тайна, прям секрет, который лучше никому не знать. Он связан с расчлененкой, поэтому лучше слабонервным отойти от экранов. Точнее, от колонок или от наушников, потому что здесь ничего не будет показано, здесь только текст. И сейчас я его зачитаю. Надеюсь, все готовы. Когда я была маленькой, разделяла дождевых червей пополам, думая, что помогаю им размножаться. Вы что, реально подумали, что я вставлю что-то жесткое? Камон, мы на ютубе. Вы реально думаете, что я сюда что-то жесткое вставлю? Я даже малейший намек на мат запикиваю, а вы тут еще думаете, что я что-то вставлю. Ага, конечно. Хочу расстаться с парнем, так как у него маловат, но очень хороший, и не хочу его обидеть или задеть. Как лучше корректно сказать? Врать не буду, причина только одна, анонимно. Это фиаско, братан. Моя микроволновка стоит на холодильнике. Воу-воу, чувак, полегче. Я, конечно, был готов к жестким секретам, но не настолько. Не настолько, чтобы микроволновка стояла на холодильнике. Ну, хотя бы ты додумался оставить это анонимно, а то б столько людей пришло и набить тебе морду, а потом еще и в психушку загремел бы. Псих, извращенец, фу. Как земля таких людей носит, я не понимаю. Я прочитал очень много отвратительных секретов, пока искал материал для видео, но это самое отвратительное. Фу, меня сейчас тошнит. Микроволновка на холодильнике. Жесть. Я уверен, что хуже этого уже ничего не может быть. Зарегистрировался в Facebook только ради бонусов в играх на своем смартфоне. Жесть. Я-то думал, хуже предыдущего уже ничего не может быть. А тут такое. Но если серьезно, то у меня та же хрень. Я в Фейсбуке вообще не сижу. Хотя в Украине сейчас заблокирован ВК и многие туда перешли, я все равно туда не захожу. Типа я раньше когда-то давно зарегистрировался на Фейсбуке, потому что мне нужно было войти в какой-то сервис, где авторизация была только через Facebook. И я создал аккаунт Facebook. А теперь я тоже иногда его использую, чтобы получить какие-то бонусы или плюшки в играх на смартфоне, если ты авторизируешься через Facebook. Ставь лайк, если тоже так делаешь. Однажды пробовал разогревать сперму в микроволновке, пока не закипит. Чё, простите? У меня всего один вопрос. Нахрена? И как ты вообще до этого додумался? Типа сидишь, ты занимаешься своим любимым делом, а потом такой резко: о, а почему бы мне ее не разогреть в микроволновке, пока не закипит? Чё с тобой не так, чувак? Хаюшки, Анон, пожалуйста. Слушайте, я захотела купить себе мороженое Бон Пари. Ну, выглядит как банан. Мне не хватало 20 рублей. И потом ко мне подошел мой одноклассник Вовка и купил мне мороженое. Я была счастлива. И теперь уже 2 месяца, как мы с Вовкой вместе. Какая трогательная история любви. Ничего себе. Удачи вам с Вовкой. Видите, учитесь, всего лишь нужно купить мороженое. А вы что там, айфоны всякие им покупаете, цветы? Нет, всего лишь нужно купить мороженое в виде банана. Аноним. Всем привет, мне 12 лет, и мне нравится один мальчик, он старше меня на 3 месяца и учится в моем классе. Так, стоп, мне кажется, это уже материал для другой рубрики, которую ведет другой человек. Ищу парня на одну ночь, симпатичного, веселого жду, 12 лет. Всем привет, я Катя, мне 12 лет, поссорилась с парнем. Так, какого хрена, вы что, прикалываетесь надо мной? Это уже второй подряд пост. Поэтому, думаю, пора заканчивать. Поддержите это видео лайком и не забывайте в комментариях писать секреты или там тайны, которыми вы хотите поделиться, если хотите. Если не хотите, то можете просто написать в комментариях: вау, ну ты гений, придумал новую рубрику, совершенно уникальную, никто до тебя ее не снимал и так далее. А потом набегут люди, которые с вами будут спорить в комментариях, что типа нет, это неправда, он не первый придумал. Ну, короче, будет весело, я уверен. Короче, развлекайтесь, читайте
читайте чужие комментарии, пишите свои и всем пока. А, и чуть не забыл, не забывайте нажимать на колокольчик. Видосики выходят редко, но метко, поэтому давайте колокольчик, чтобы знать, не пропустить. Задалбывать уведомлениями вас не будет, потому что видосы выходят не каждый день, да и не каждую неделю иногда.